Всем привет, ребятки! Привет! Вы, как обычно, на канале Своим ходом. С вами Лизончик, Виталик. И это первый выпуск из нашего круиза по рекам России. И предались веселью. Такого еще вообще не было. Никто не путешествовал, все путешествуют по разным местам. А вот Россию нашу не показывают. И мы решили взяться за нашу родину и показываем вам самые красивые места. Есть один большой минус. Мне, например, некомфортно. Меня не надо снимать, меня лично. Я думаю, вам будет интересно посмотреть. Мы вам все расскажем подробно, что, как, что, почему. Это очень опасное, жесткое место. Это первый выпуск, погнали. Проспект Обуховской обороны. Именно отсюда начинается наш с вами круиз. 3 теплохода, и вон наш самый яркий, такой синий-голубой, называется «Лунная соната». Пойдем грузиться, Лизон. В общем, вот здесь на входе морсик разливают. Мы стоим сейчас в очередь на ресепшн, и нам там будут выдавать ключи. Смотрите, сколько много персонала, всех обслуживают одновременно. Целых 4 девушки. То есть не нужно долго в очереди стоять. Все, каюты. Здесь каюты. Вот, заходим сюда. Это типа наша прихожая. Видите, есть зеркало большое. Тут вот все для обуви. Крючки, чтобы вешать одежду. Шкаф, соответственно. Здесь у нас находится холодильник. Информационная карта гостя с информацией по развлечениям, которые имеются на борту. Розетки, фен имеется. Раз кровать, 2 кровать. Подушки, полотенца. Вода лежит, видите, приготовленная. Завтра в каюту. Вы выбираете себе, вешаете вечером, и с утра вам приносят прямо в каюту завтрак. Плывем мы компанией, которая называется Инфофлот. И у этого Инфофлота есть отдельное созвездие Инфофлота. И в это созвездие входят типа самые классные эти круизные паромы, теплоходы. Здесь еще лежат программки с экскурсиями. Представляете, на все 6 дней включены экскурсии на каждый день. Теперь давайте покажу туалеты, где мы будем мыться. Душевая. В общем, заходим. Смотрите, какая красота. В общем, это туалет. Вот здесь туалетная бумага, ведерочко, освежитель воздуха стоит. Все дела. Поворачиваемся. Видим зеркало, лампа такая. Здесь будем мыться. И, собственно, душ прямо здесь, да? Вот это компактность. Везде ковры постелены. Получается, здесь вообще находится 5 палуб. Вот нижняя палуба, на ней находится сауна. Здесь какие-то номера. Дальше идет главная палуба, да? Дальше средняя палуба. И смотрите, те люди, которые живут на средней палубе, они кушают вот в этом ресторане. Дальше идет шлюпочная палуба, где живем мы. Здесь тоже есть всякие музыкальная гостиная. Здесь свой ресторан, называется «Джаз». Мы будем кушать здесь. Еще есть верхняя развлекательная палуба, где солярий, бал, мьюзик-холл. Вот еще есть детская комната, называется «Беременные музыканты». Беременные музыканты. Бременские музыканты. Вон даже этот остров. Нормально сказал. Бременские музыканты. Перезапиши, пожалуйста. Я не буду перезаписывать. Вот такие купончики, называется купон на кислородный коктейль. И можно в баре его сделать. Но вот такое здесь помещение уютненькое. Нам дали коктейльчики кислородные, сделали. Просто пьешь жидкий воздух. Мы тронулись, ребята, отплываем. Все вышли на палубы. Перед ужином проветриться. Такое необычное чувство. Уплываем из Питера, из нашего родного города. Обычно мы из Питера улетаем на самолете, а мы сейчас уплываем из Питера. Кидаем взор вот на дома, проплывающие, проходящие справа, слева. У нас тут сейчас инструктаж, пожарная тревога. В общем, вот так все дело смотрится. Все выходят в коридор в спасательных жилетах. Мы ее прошли. Теперь можно идти на ужин. Халявный шампейн, спасибо. У нас у всех свои места. Уже, смотрите, салатик приготовили. В общем, на этом теплоходе, соответственно, все уже включено. Ужин приветственный, праздничный. Ребята, здесь как в «Титанике». 3 вилки, 3 ножа. Кекс с цукини и семга в красном каком-то соусе. Палтус, там на грибочки и овощи. Еда меня пока очень радует, очень вкусно все. Еще развлекательная музыкальная программа во время ужина. Ужин очень понравился, еда вообще нереально вкусная, кайфовая, но есть один большой минус. Когда вы приходите в это помещение, вас сажают за столы, где сидят другие люди, которых вы не знаете. Например, если, какая-то пара, не знаю, поехала там отдыхать вдвоем, хотят провести время вдвоем, вас посадят за столы, и с вами будет сидеть еще 4 человека, которых вы не знаете. К этому нужно быть как бы готовым. Мне, например, некомфортно. То есть я прихожу, я не могу пообщаться, знаешь, так близко, как мы обычно сидим, общаемся. Эй, Вася, Джан, слушай, что тут вообще? Ты же так не пообщаешься. Приходится себя контролировать. Поэтому я такой не очень люблю, но что поделаешь. Так вот сидим вшестером. Привезли на какую-то развлекательную программу. Смотрите, да, садимся. Такой зал.
21:00 открывается бар и начинается дискотека. О, медленный танец, хочешь ли ты со мной потанцевать? Будет глаз, буду ближе облака. Я хочу первый раз, и поэтому пока я жесткие очки, по сердечкам на брелке, расписал и на очки твое имя на руке. Бокалы, живые, красивые. Вот тебе заказали коктейльчика, мохито, Иван Калин за 400 рублей. Движуха в самом разгаре, на палубе все танцуют, песни, живая музыка. Это полный капец, ребята, мы только что уплыли из Питера, плыли по реке, соответственно, Неве, проплыли через мой родной город Кирос, проплыли через Шлиссельбург, проплыли через мост, уже выплыли в Ладожское озеро. А я все пропустил. Я пропустил, когда мы проплывали мимо Кировска, понимаете? Просто капец. В общем, тот мост, который я снимал, вот, когда мы проезжали, это был мост Кировска. А я такой вышел, думаю, ой, какой мост красивый, дай я сниму. Я даже не знал, что мы проплываем там, понимаете? А прямо над этим мостом находится дача, где родители сейчас живут. Капец. В общем, мы на Ладожском озере уже, видите, вплыли в него. Вечер, все развлекаются, движуха в самом разгаре. Мы уже ложимся спать, хочу вам продемонстрировать кроватку. В общем, вот такая вот подушечка, здесь свет. И смотрите, то есть сверху вот такая штука, да, а снизу прям такое белое одеяло. Ну и белая простынь, все классно. Ты как в купе сейчас сидишь, понимаешь? Вот в поезде едешь. Мне нравится такая атмосфера классная, все таки танцуют. А, Виталик не танцует, потому мне грустно. Доброе утро, ребята. Наш новый день на круизе начинает. Хочу вам продемонстрировать душ. Вчера я вам показывал так мельком. А сейчас это в действии. То есть, смотрите, вот так вот изначально шторка. Здесь находится туалет. Чтобы все дело не намочить, есть вот такая штучка. То есть берется раз, защита натягивается. И все, вы защищаете и дверь входную, и туалет. Видите, компактно, миниатюрно. Вот так у них сделаны душевые. Как бы не особо много места, но удобно. Если зон тоже моется, мы идем на завтрак. Уже очень много людей, все сидят, что-то кушают. Значит, смотрите, что у нас имеется. Хлопья, раз. Здесь кашка, мясо на редочке, масло, сыры, макарошки, котлеты и сосиски замиксованные. Кашка рисовая, какой-то овощной рагу типа из капусты, под омлет какой-то запеканка, оладьи и сырники. Ну, такая у нас красота получилась. Ребята, мы уже добрались до первого места, называется Ладейное поле. Что интересно, то есть получается весь наш теплоход разделен на определенные экскурсионные группы. И номер вашей группы говорят заранее. У нас группа номер 6, поэтому мы сейчас ищем автобус с номером 6, садимся туда и едем. Здесь в автобусе очень шикарные ремни безопасности. Вот смотрите, сидят люди, пытаются им обвязаться. Максимальная длина, которую я смог сделать, вот такая вот, смотрите. Я защищен. Если что, я не вылечу. Прикиньте, получилось у нас 10 автобусов. Сейчас отъехал от нашего теплохода, и все едут на экскурсии. Все автобусы забиты. Сейчас, короче, вспоминаем экскурсии, когда мы в Таиланде были, ездили на острова всякие Пи-Пи. И мы говорили, что столько народу, столько много китайцев. Ребята, по сравнению со всякими островами в Таиланде, здесь реально поток туристов. А приехали мы сюда, чтобы посмотреть на Свято-Троицкий монастырь Александра Свирского. Черничку продают. 100 рублей стаканчик. Можно есть сразу, да? Конечно, можно, она на болоте растет. Спасибо. Вкуснота. Сколько стоит маленько? 100? Все по 100? С червячками. Вот она прелесть путешествия по России. Ягодок покушал до наших лесных. Малиночки съел. Открыл. Закрыл. Вот и вся премудрость. Вот на самом деле я не музыкант, я каждому объясняю, сама уже натренировалась. То есть любая музыка тру-ту-ту, тру-ту-ту. А вот эта вот кошка. 3 аккорда. Совершенно верно. О, ништяк. Смотрите. Русская принцесса. Лошадка там, в той коллекции. Такие еще вот свистульки есть. Ну, вот свинюшку возьмем, смотрите. Тут здесь получается раз. То есть дуешь в попку, звук выходит откуда-то оттуда. Есть 3 отверстия, типа их нужно закрывать. В общем, ребята купили такого домового 1400 рублей. Это, знаете, как у нас будет его звать? Нейромонах Феофан. Нужно поле. Притопай!
А еще вот здесь у него на спине есть мешочек с песочком из монастыря. Этот песочек считается, что лечит от всех болезней, так что если будет что-то болеть, голова, или можно если приложить. что-то будет болеть голова, нужно его занюхать, и все сразу пройдет. Заточен на богатство, ребята, теперь будем богатыми. И следующий круиз у нас будет куда-нибудь на Аляску. Вот смотрите, поток туристов огромный, и нет, чтобы сделать большие мусорки. Стоят маленькие мусорочки, да, и вокруг огромное количество мусора, потому что людям тупо некуда выкидывать мусор. Это, конечно, вообще не продумано. Загружаемся, едем на наш теплоход. Рыбка горячего копчения, сир, обалденный сир, вкуснятина. Пахнет вообще не. Белая 400-300. Варенье готовое, да? Рыбка копченая. Вот, пожалуйста, Малина. есть земляничная, протертая в сахаре, в свежем виде. Вот это вот малиновая, здесь земляничная, сморожки. А сколько стоит? Рыбка Такая баночка. Вот копченая, это за сир 400. горячего В свежем копчения. виде она очень вкусная. Она... А вот поменьше? А эти по 200. За раз на хлеб намажу, ее не будет. А ничего страшного. А что это за варенье вот желтое? Это морожка Ага. тертая. Это она в сиропе с ягодками своем. Это в земляничном сиропе, а это варенье. А сколько морожка у вас? А разные баночки. 300, 600, 800, разные всякие, 200. Давайте зайдем посмотрим еще сувенирку вот в этом магазине. Вот стоит магнит стекло, 250 рублей один магнитик. Ну, они такие клевые. Здесь целая куча таких домиков, везде что-то продают. Помню, мы раньше ездили, ничего такого достойного не было. Сейчас прям классные вещи делают. Почему у вас вот шали? Шали большие от 6 тысяч и выше. То есть ты шаль стоит? Так это, блин, из козьего пуха, что ты хочешь? Жесть, уходим. Целую коллекцию собирать. 250 рублей, как в киндер-сюрпризе. Варенье 400, наш домовой 1400, даже 1800 и чай за 300. То есть ты потратила 200 уже. Матрешка, что ли? Лунная соната. А на английском Moonlight Sonata. Можно ничего не тратить, на самом деле. Если здесь же все включено, Ну да. но удержаться невозможно. Особенно, когда мы городские жители, вообще варенье не едим. Ну, настоящего, ягод тоже. То есть мы ушли, ключики сдали. И нам здесь все застелили. Видите, кроватки застелили. Варенье, земляничные. Смотрите, как красота. Вообще бомбовская, да? Как вы считаете, ребят, давайте вот напишите в комментариях. Вот такая баночка, 400 рублей, свежее варенье, это адекватная цена, просто мы не разбираемся, как фиг его знает. Что у нас сегодня на обед? О, уже все разложено, то есть первая порция всегда уже на столах накрыта, а потом уже ждем другую порцию. Такие салатики с курочкой. И вчера, когда мы пришли на ужин, нам дали вот такой лист, и на нем нужно было отметить, что мы будем кушать сегодня на обед и на ужин. Сейчас все это будут приносить. Есть вода, есть морсик, который можно разливать. Давай свой. Так, нам принесли соляночку мясную, мы заказали вчера. Кстати, очень удобно, что вот здесь очень много столов. Например, 2 столам выделяется одна девушка, и тем самым очень быстро все приносят, не нужно долго ждать. Мы только съели салат, прошла буквально минута, и уже принесли готовый суп. Суп съедаем, они видят, что мы все съели. Вот они стоят за нами, наблюдают. И как только видели, что мы все съели, приносят следующее блюдо. Причем система получается удобная, тебе не нужно ждать то, что пока приготовится, потому что ты вчера все заказал себе. Удобно путешествовать с Виталиком, очень безотходное производство. Если ты не доел, всегда есть кто может доесть за тебя. И вот нам дали уже новую штуку, это на завтрашний обед и на ужин нужно выбрать, и завтра все это уже будет готово. Куриное филе с ананасом в слоеном тесте, соус сливочный с перцем и зеленью. Вот такая красота. Ну и на десерт у нас вот такое мороженое, фисташковое. По расписанию у нас сейчас тихий час, мы ложимся отдыхать. Селезенчик уже отдыхает. Осталось уже 30 минут, потому что все остальное время Виталик прыгает тут вокруг. Давай с ним, давай поспорим. Друзья, мы поняли, что спать на корабле в этот тихий час это просто ошибка. Мы совершили ошибку. Мы легли на час, а поспали 3. Больше так делать никогда не будем, да? Сейчас уже вышли, плывем, уже через 2 часа ужин начнется. Очень красивые виды, солнышко в закате. Очень красиво вообще отражаются облака на воде. Вообще красота. Перед ужином мы решили кофейку бахнуть. Здесь есть такой небольшой ресторанчик, где выпечка продается. У нас получилось 270 рублей. Я взял себе экспрессо молочный, а Лиза взяла себе миндальный латте. Все круто, единственное, бассейна не хватает на крыше. Сейчас был бы бассейн, я бы искупался. Но так тоже прикольно сидишь, загораешь, солнышко теплое. Проплываем всякие разные интересные деревни. Вообще виды очень красивые, все такое зеленое.
вот мы и на ужине. Салатик с кальмарами вот такой. Свинина по-французски с картошечкой. А у меня котлета пожарская, макарошки с кетчупом. Ну и на десерт у нас вот такой вот пирог, называется он зебра. Мы после ужина пришли и вот что обнаружили. Наши кроватки подготовлены ко сну. Да, и здесь написано: на теплоходах компании «Созвездие Инфофлота» предусмотрена услуга подготовка каюты ко сну. Во время ужина горничные подготовят ваши каюты и кровать ко сну, задернут шторы, вынесут мусор. Приятных снов. Ну, спать мы еще не собираемся, потому что у нас еще развлекательное шоу. В 21:00 мюзикл пойдем. После мюзикла мы собираемся вот на верхней палубе и начинается веселье полным ходом. Дискотека, живая музыка. Так, релаксуем, наслаждаемся красивыми видами. Закат очень красиво отражается, да? Все равно, пусть боимся мы, Волга и собой. Дело есть у нас, самый шутный час, мы волшебную. Сегодняшний вечер подошел к концу. Мы идем спать. Обязательно поставьте лайк этому выпуску, если вам понравилось. Напишите в комментариях впечатления о ваших круизах, если вы в такие плавали подобные, именно по Российской Федерации, по рекам, там, по морям, по озерам. Нам будет очень интересно почитать. Все, до встречи в следующем выпуске. Пока-пока.